Когда эти альпинисты начали свое восхождение, они и представить не могли, что совсем скоро столкнутся с по-настоящему пугающим открытием. Они уже были примерно на середине пути по почти отвесной скале, когда один из них заметил нечто настолько неуместное, что сначала решил, будто это игра воображения — странный домик, буквально вмурованный в каменную стену горы. Любопытство взяло верх, и они решили подойти ближе, но стоило им заглянуть внутрь, как кровь отхлынула от лиц. Все началось ровно в 10 утра в понедельник. Двое альпинистов, Эрик Коллинз и Сара Миллер, поднимались по одной из самых опасных и крутых скал страны. Они только что остановились перевести дыхание на небольшом относительно ровном участке маршрута и собирались продолжить подъем, когда заметили это. Эрик прислонился спиной к шершавой известняковой стене, пот струился по его вискам, несмотря на недавний отдых. Сара находилась чуть выше по маршруту. Внезапно она остановилась и обернулась к напарнику, и в ее глазах читалось искреннее замешательство. «Это окно?» — произнесла она, неуверенно указывая вперед. Эрик сначала решил, что она подшучивает над ним, но чем дольше Сара всматривалась, тем сильнее росло его собственное беспокойство. Он прищурился и наклонился вперед, следуя направлению ее пальца, и тогда тоже увидел это. Стекло, отражающее солнечный свет. Окно посреди голой скалы. По мере приближения очертания становились все отчетливее. Глиняная крыша, врезанная прямо в камень, нависала над деревянной дверью, которая выглядела слишком настоящей, чтобы быть иллюзией. Сара уставилась на строение и затем тихо сказала: «Кто-то построил дом внутри горы». Ее голос дрогнул, потому что разум отказывался принимать увиденное. Дом выглядел старым, но линии дерева и металла были слишком ровными и аккуратными, чтобы это было случайное образование. Не было ни тропинки, ни лестницы, ведущей к нему, только отвесная скала. Эрик задумался, кто мог затащить сюда строительные материалы и сколько лет назад кто-то стоял на этом самом месте. Вскоре они заметили единственный возможный путь — узкий каменный выступ, тянущийся от основной гряды прямо к фасаду дома. Он был не шире бордюра и нависал над пустотой примерно в 600 футах над землей. Сара осторожно проверила выступ ботинком. Тот показался достаточно прочным. После короткого обсуждения они решили рискнуть. Столкнувшись с чем-то настолько странным, невозможно было просто развернуться и уйти. Сара закрепила страховочную веревку и сделала первый шаг. «По одному», — сказала она, но Эрик настоял, чтобы они шли вместе, полагаясь на веревку между ними. Он держался на небольшом расстоянии и двигался вперед, прижимая тело как можно ближе к скале. По мере продвижения воздух заметно холодел. Ветер, который еще недавно казался теплым, стал резким и пронизывающим. Внезапно изнутри дома донесся металлический звон, похожий на звук колокольчика. Эрик замер, а дыхание Сары перехватило. Звук был таким, словно ставня хлопнула от ветра или кто-то невидимый задел металлический предмет. Пустые окна смотрели на них, не выдавая никаких признаков жизни. «Мы зашли слишком далеко, чтобы отступать», — напряженно, но решительно сказала Сара. «Нужно узнать, что внутри». Эрик колебался, бросив взгляд вниз в пропасть, затем протянул руку и почувствовал крепкое пожатие Сары. Вместе они шагнули с уступа на небольшой участок прямо перед дверью загадочной хижины. Дверь была массивной, дерево необычно гладким для своего возраста. Эрик коснулся ручки и удивился. Она была почти теплой. Не было следов гниения или разрушения, несмотря на очевидную древность строения. Сара приложила ухо к двери, пытаясь уловить хоть какой-то звук, но внутри было пугающе тихо. Внутреннее пространство хижины тонуло во мраке, и Эрик включил налобный фонарь, направив луч вглубь.
Сара накинула шарф на рот, ее глаза расширились от смеси страха и возбуждения. Они пригнулись, чтобы пройти под низким проемом. Дверь была едва шире одного человека. И тут они заметили нечто странное. Фасад дома не соответствовал тому, что находилось за дверью. Внутри не было ни комнаты, ни жилого пространства, только узкий тоннель, уходящий глубоко в гору. Тоннель был лишь немного шире дверного проема, а окна, видимые снаружи, внутри вообще отсутствовали. «Выходит, стекло держится просто в камне», — растерянно произнес Эрик. Но куда вел этот тоннель? Ответа не было. Они сделали несколько шагов внутрь, и тут снова раздался звук. Резкий звон, за которым последовал металлический стук. Тот же колокольчик, но теперь гораздо ближе. Казалось, звук исходил откуда-то впереди. Эрик и Сара медленно двинулись дальше. Тоннель был около 60 футов в длину и проходился относительно легко, но затем произошло неожиданное. Снаружи бушевал ветер, и внезапно особенно сильный порыв ударил в входную дверь. На вид хрупкая деревянная дверь с силой захлопнулась и заклинила в проеме. Глухой удар эхом разнесся по каменным стенам, заставив их вздрогнуть. Они бросились обратно, дернули за ручку, но та не поддавалась. Эрик попытался толкнуть дверь плечом, но безрезультатно. Когда луч фонаря осветил края двери, стало ясно, насколько глубоко она застряла в раме. Выход был перекрыт, и ветер снаружи только усиливал давление. Они оказались заперты внутри странной горной постройки. Осознав, что выхода нет, они были вынуждены идти дальше, к источнику света впереди. В конце узкого прохода тоннель неожиданно расширился, выводя их в небольшое помещение, больше похожее на жилую комнату, которую они ожидали увидеть с самого начала. Комната была вырублена прямо в скале и напоминала грубую подземную казарму. Толстый слой пыли покрывал все поверхности, смягчая углы грубо сколоченного стола. Несколько стульев и низкие деревянные койки стояли у стены. «Что это за место? Кто здесь живет?» — шепотом спросила Сара. На столе стояла одна тарелка с остатками еды. Рядом чашка с темным налетом на дне и факел, который все еще тлел. Здесь явно кто-то жил, и от этого становилось еще тревожнее. Над койками на каменной стене висели выцветшие фотографии с изображениями горных вершин и групп альпинистов. На всех снимках лица были грубо зачеркнуты, кроме одного. «Это он здесь живет», — прошептала Сара, указывая на мужчину в синей шляпе. Зачеркнутые овалы вокруг него выглядели злобно и вызывали сильное беспокойство. Если этот человек находился где-то поблизости, мысль об этом не внушала никакого спокойствия. Тишина давила, и Сару пробрала дрожь, будто за ними кто-то наблюдал. Каждая тень казалась движущейся. Эрик тихо позвал ее, и лишь спустя мгновение она ответила, пытаясь взять дыхание под контроль. Внезапно, сверху, раздались приглушенные шаги, словно кто-то ходил прямо над ними. Они замерли и уставились в потолок. Здесь не было ни второго этажа, ни чердака, ничего, что могло бы объяснить этот звук. Казалось, что кто-то двигался внутри камня. Используя стол как опору, Эрик дотянулся до люка и потянул его вниз. С громким скрипом он открылся, выпустив поток холодного воздуха и обнажив темный проем. «Мы правда туда пойдем?» — спросила Сара, но Эрик был решителен. «Если за нами наблюдают, лучше понять, кто это». Он полез первым и вскоре вернулся, шепнув: «Ты не поверишь, что там». Сара, колеблясь, взяла его за руку, и стол зашатался, когда он помог ей подняться. Она оказалась в узком коридоре, уходящем глубоко в гору. Они услышали звук капающей воды, который по мере приближения превращался в оглушительный рев. У деревянной двери в конце коридора они взялись за ручку и потянули. Их накрыл гул воды, и они оказались за огромным водопадом. Свет странным образом проникал внутрь пещеры.
«Как это возможно?» — выдохнула Сара. И тут эхом раздался голос, зовущий их по именам. У пруда внизу стоял мужчина и махал рукой. Это был человек с фотографией, тот самый в синей шляпе. Эрик насторожился, но Сара настояла, что пути назад нет. Мужчина выглядел спокойным и указал на высеченные в камне ступени. «Они надежные, я проверял». Они спустились и подошли к нему. «Меня зовут Томас», — сказал он. «Я альпинист, как и вы. Он рассказал, что 7 лет назад пришел сюда с группой из 6 человек, но веревки оборвались, и он остался здесь один. Остальные ушли за помощью и не вернулись. Сначала он злился и вычеркнул их лица на фотографиях. Фасад дома был здесь еще до его появления, и он так и не узнал, кто его построил. Здесь была вода, укрытие и пища. Спасатели позже нашли его, но он отказался уходить, потому что обрел здесь покой. Он попросил сохранить это место в секрете. На вопрос о выходе он указал на спиральную тропу вдоль водопада. Эрик и Сара с облегчением улыбнулись. Они поели вместе с Томасом рыбу и дикорастущую зелень, приготовленные на небольшом огне. Перед уходом они пообещали молчать. Когда они выбрались наружу, в угасающий свет, они поняли, что стали частью тайны, которую запомнят навсегда. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.